Hey, всем привет, я Humid Peach. Кто меня не знает, я художница. Если впервые на моем канале, то прошу пожаловать на мой канал и можете посмотреть другие мои видео. А также у меня есть инстаграм-канал, который называется вот так, Humid Peach. Тема сегодняшнего видео — это, конечно же, акварель. Это основной материал, которым я рисую, и я начала им рисовать, наверное, с лет 17, потому что решила, что это самый простой материал. Вообще, в целом, сегодня будет небольшая распаковочка, выкраска акварели Дэниел Смит, которую я получила от своего любимого красного карандаша. А если вы любите покупать материалы, то я могу дать вам скидочку, которая поможет вам сэкономить 10%. Поэтому воспользуйтесь этим промокодом, и все готово. Наверное, хочу начать с истории небольшой, почему вообще акварель, когда я впервые попробовала и так далее. Конечно же, не будем вспоминать детский сад, школу, будем говорить о серьезных вещах. Когда я поступила в первый раз в художественную школу, то, не знаю, было, может быть, лет 14 мне, тогда я попробовала впервые акварель «Белую ночь». Мне повезло, мне подарил ее сосед. Вот, ни о чем не подумайте. Мне просто ее отдала соседка, потому что у нее сын ходил в художественную школу, и в итоге ему там не понравилось. И он решил мне просто отдать все материалы, которые были закуплены для художественной школы. Если вы когда-нибудь учились в художественной школе, то вы знаете, что почти всегда рекомендуют покупать именно «Белую ночь», потому что это бюджетная марка, и знаете, если честно, если так подумать, то просто, наверное, других брендов в магазинах и не было тогда. Ну, я имею в виду, вот в любом маленьком городе всегда есть «Белые ночи», но нет никаких Шминки, Ван Гог, Дэниел Смит тем более. И опять же, кто был в художественной школе, знает, что рисуют обычно в художественных школах. Это натюрморты, по возможности пейзажи. Но в целом всегда, знаете, был такой осадочек небольшой. Вот у меня воспоминания с художественной школы. Это то, что акварель — это суперсложный материал. Во-первых, не особо интересный. Во-вторых, типа им прям супер можно сложно ошибиться, ничего не исправишь и так далее. То есть, знаете, какого-то супер желания рисовать на тот момент акварелью у меня не было. То есть я о нем вообще никогда не думала. Я рисовала, как и все, гуашью, акварелью, когда это нужно было. Но спустя пару лет, когда я уже поменяла художественную школу, пошла в другую и начала заниматься своими делами, там поступила в колледж, и меня в определенный момент начали просто ребята просить нарисовать портрет, грубо говоря. И на тот момент я старалась найти именно простой материал. Я вот специально сделала пометку «простой материал», потому что до этого, если так подумать, про акварель всегда говорили, что это самый-самый сложный материал в жизни, но на тот момент для меня акварель показалась самым простым именно потому, что она легко используется. Для нее нужна только вода, палитра да кисть. Да, и если честно, на тот момент у меня особо и не было возможности испробовать какие-то материалы а-ля акрил, масло и так далее. Поэтому у меня было два варианта. Это пастель, карандаш и, конечно же, акварель. Я ненавидела гуашь, потому что нужно было открывать эти баночки, они постоянно какие-то липкие, и мне сам процесс не доставлял удовольствия. А с акварелью было все намного проще, ты ее просто открываешь, макаешь кисть в воду и начинаешь набирать цвет. И получается, что именно с таких мыслей, что это самый простой вариант, самый быстрый для меня, самый практичный вариант, я начала, грубо говоря, рисовать портреты на заказ, ну и в целом пришла к тому, что я сейчас имею. Акварелью «Белой ночи» рисовала очень долго, пока училась в художественной школе, потом я ее закончила, жила и готовилась к ЕГЭ, и параллельно с этим я заканчивала колледж. Я, конечно же, рисовала белыми ночами. Сменила я, наверное, эту акварель только когда смогла уже переехать в другой город, когда я смогла сделать заказ, смогла позволить себе потратить деньги на действительно что-то другое. Плюс с этим у меня параллельно развивался блог, Инстаграм, группа ВКонтакте, но в основном, конечно же, Инстаграм. И поэтому, когда в моем инстаграм стукнуло 45 тысяч подписчиков, я набралась смелости, ну и в целом даже не смелости, я просто решилась на то, что я действительно могу теперь уже давать магазинам или кому-либо хоть какую-либо отдачу, то есть взамен на материалы, потому что в России, как я знаю, в основном действует и работает бартерная основа, особенно в плане художников, не бьюти-сферы, а именно художественной сферы, это действительно бартер. И поэтому сразу, как я почувствовала, что я могу что-либо отдавать в ответ, я написала магазину, который как раз-таки прислал мне сегодня данную акварель Дэниел Смит, которую я, кстати, выкрашиваю, если вы не заметили. Возможно, вы смотрите, возможно, вы просто слушаете, я не знаю. Но до того, как я пришла как раз-таки к акварели Дэниел Смит и более
так сказать, дорогим маркам, да, потому что Дэниел Смит, Рембрандт это считаются плюс-минус, наверное, одни из самых дорогих марок в акварели. Если не ошибаюсь, есть еще шминки, но я ими никогда не рисовала. И если кратко, то до этого я рисовала белыми ночами, Миджело, это хорошая корейская акварель, мне тогда она нравилась, и долгое время на моем канале были именно рисунки с использованием этой акварели. Но самое интересное, я думаю, это примитивно, да, когда ты начинаешь пробовать что-то дороже, что-то лучше, ты не хочешь возвращаться к предыдущим вещам. Именно это и случилось со мной, я просто раздала, грубо говоря, белые ночи свои, которые у меня были, потому что они давно меня не устраивали. Я бы сказала, что меня не устраивали тогда еще, когда я не переехала, не попробовала новые акварели, потому что я рисовала на супер дешевой бумаге за 100 рублей. Я рисовала белыми ночами, и на тот момент мне уже не нравилось то, как ведет себя акварель. Мне было этого недостаточно, мне казалось, что я именно из-за этого не могу сделать какой-то определенный скачок. И на данный момент, когда я вот смотрю свои старые работы, где-то вот 2-годичной давности, я понимаю, что действительно в техническом плане у меня очень подрос навык, и сама акварель у меня стала выглядеть иначе. И самое интересное, это не только потому, что я поменяла стиль, например, или у меня изменился технический уровень моей работы с акварелью, в целом просто поменялось все. Поменялась бумага, я стала рисовать на более дорогой, поменялась, конечно же, акварель, и все это вместе дает хороший результат. Ну и в целом за себя могу ответить, что даже несмотря на то, что я рисовала вначале плохими материалами, это дало мне определенную базу и понимание, что такое акварель. Поэтому если у вас нет возможности пробовать сразу дорогие материалы, то, конечно же, вы можете гнаться за этим, но я думаю, что вы действительно можете попробовать что-то подешевле и бюджетнее, например, те же белые ночи и любую бумагу, там, я не знаю, какие хоть дешевые бренды, если честно. О, и, конечно же, я не забыла, что я делаю выкраску сейчас Дэниел Смит акварели. И как раз-таки сейчас я открываю вкладку Википедия, чтобы почитать и рассказать вам небольшую историю этой компании. Возможно, вам интересно, возможно, нет, я не знаю, напишите это в комментариях, потому что мне все-таки интересно понять, что вам интересно в обзорах. Возможно, кто-то любит историю, возможно, кто-то нет, возможно, кто любит смотреть просто, как себе материал ведет. Так что я просто жду ваше мнение, ваши комментарии под этим видео. Ну а теперь давайте. Дэниел Смит – это американская компания по производству художественных материалов. Основана она в 1976 году художником-гравером Дэниелом Смитом. Первоначально компания занималась изготовлением красок для гравюры, затем расширяла свой ассортимент, предлагая акварельные, масляные и акриловые краски. Производство находится в США, в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания позиционирует свои продукты как художественные материалы для профессионалов. И, конечно же, цена соответствующая. Дэниел Смит в России вы сможете купить от 1000 рублей за тубу в 15 мл. Но если вам повезет и вы попадете на какие-либо скидки, вы сможете приобрести достаточно очень бюджетные наборы с очень хорошо подобранными цветами. И также, если чего, можете воспользоваться моей скидкой. А теперь причина, почему данная акварель не является бюджетной и почему у нее такая цена. Одним из главных отличий компании является широкое использование пигментов, приготовленных из натуральных минералов, полудрагоценных камней и других геологических отложений. Коллекция под маркой Primatec включает краски, сделанные из бирюзы, ляпис-лазури, родонита, кианита и серпентина. Почему же эта акварель на данный момент для меня считается самой лучшей, самой интересной, самой завораживающей? Все просто. Благодаря ее составу, я так и говорю, как будто какой-то рекламщик. Но на самом деле, правда, когда я в первый раз попробовала Дэниел Смит, это была первая краска, которая имеет грануляцию, какие-то распады суперинтересные, которые ты не всегда можешь предсказать, но в этом и есть весь прикол. И также, прежде чем я выбирала и покупала Дэниел Смит, я, конечно же, выкрашивала дот-карту, и многие цвета мне сразу очень запали в душу. Во-первых, они чистые, они почти все светостойкие. Я сейчас не смогу вам сказать, какой светостойкий, сколько там звезды, какой пигмент точно. Но в целом, по качеству, эта акварель действительно хорошая, профессиональная, и ее можно использовать для своих работ и не бояться в том, что через год она уже выцветит или будут какие-то другие проблемы. И также у них в линейке очень достаточно много цветов, которые интересные. Там, конечно же, есть основные универсальные цвета, которые очень подходят для любых смесей, потому что они однопигментные, их очень достаточно легко смешивать, и цвета всегда получаются прозрачными.
Но больше всего в Daniel Smith мне нравится то, какие цвета у них присутствуют в линейке. Зачастую они какие-то супер необычные, и такие цвета сложно самостоятельно намешать. Поэтому если вижу какой-то необычный цвет, который еще и распадается на определенные кусочки, то, конечно же, я сразу его хочу. А если вы хотите больше информации в моих обзорах или просто вам есть что сказать мне, то я, конечно же, жду ваши комментарии под постом. И надеюсь, вам понравилось данное видео. Надеюсь, я показала вам ту красоту, которую вижу я в этой акварели. И всем пока!